Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня 19 мая 2025 года, и это традиционный обзор карты боевых действий. На сегодня каких-либо громких новостей из мира политики не поступало, поэтому на сегодня перейдем непосредственно к карте боевых действий. И хотел бы напомнить для тех, кто не любит обзор карты боевых действий по всей линии боевого соприкосновения, а любит смотреть только информацию с изменениями. Для вас я создал второй канал, на котором размещаю информацию только с изменениями по линии боевого соприкосновения, краткий обзор карты, и ссылка на него указана в описании, переходите и смотрите. Также там информация появляется намного чаще, чем на основном канале. И давайте перейдем непосредственно к карте боевых действий. На сегодня основные изменения происходят на Ореховском направлении, на Южнодонецком направлении, на Константиновском направлении, а также на Мирноградском направлении. И есть изменения на Краснолиманском направлении, о которых мы поговорим и посмотрим в данном видеоматериале. И прежде чем мы начнем, по традиции, искренне хотел бы попросить вас подписаться на канал. Если вы не подписаны на канал и смотрите видео уже неоднократно, подпишитесь, пожалуйста, своей подпиской, вы очень сильно поможете развитию канала. Давайте перейдем к Херсонской области. Здесь российская армия нанесла авиаудары по позициям ВСУ сразу в 4 точках, в 4 населенных пунктах. Это Бериславль, в районе Понятовки и в районе Антоновки были нанесены авиаудары. И 4-й удар был нанесен вот в этой точке. Здесь был прилет ФАБа-3000. По сообщениям, здесь прилетел ФАБ-3000, но не похоже на 3000-ник. Скорее всего, здесь прилетел ФАБ-1500. Давайте посмотрим видеоматериал и напишите в комментарии, был ли это 3000-ный ФАБ или 1500. Как вы могли видеть, ангар практически сложился. И на сегодня здесь такие изменения. Также не прекращаются артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и позиций россиян. В основном здесь без изменений по линии боевого соприкосновения. Давайте перейдем с вами на Ореховское направление. Отсюда поступил материал, подтверждающий расширение зоны контроля южнее населенного пункта Степовое. Вот эта территория, отмеченная красным, перешла под контроль российской армии, но здесь контроль российской армии в этом населенном пункте, в районе этого населенного пункта намного шире, и он выглядит как-то вот таким вот образом. Но так как нет видеоматериалов или дополнительной информации, подтверждающей расширение зоны контроля, эта территория по большей степени на данный момент времени находится в серой зоне. Что касается населенных пунктов Каменская, Степовая, Малые Щербаки и Щербаки, поступают сообщения, что российские войска давят практически по всей линии боевого соприкосновения в направлении Степногорска и в направлении Павловки. Есть информация о том, что здесь зона контроля во всех 4 населенных пунктах намного шире, чем отмечено на карте, но, как вы знаете, изменения на карту вносятся только после получения подтвержденной информации. И давайте перейдем к Великой Новоселке, в район Великой Новоселки. Отсюда поступает информация, что российские войска продолжают атаки на Зеленое поле, на населенный пункт Новополь, также на населенный пункт Темировка наносятся удары по позициям ВСУ. Также атаки не стихают в направлении населенного пункта Шевченко, но российские войска так и не сумели закрепиться в этом населенном пункте, и по некоторым данным российские войска обходят с юга этот населенный пункт, о чем мы с вами вчера и говорили во вчерашнем видеоматериале. Переходим с вами к населенному пункту Богатырь. Как вы знаете, вчера Богатырь полностью перешел под контроль российской армии, а вот из этих точек поступили сразу огромное количество видеоматериалов, подтверждающих контроль над этим населенным пунктом, и уже сегодня поступает информация, что российские войска расширяют зону контроля в районе этого населенного пункта, зачищают лесные массивы, ведут разминирование, и уже атаки пошли на следующие 3 населенных пункта. Это Алексеевка, Зеленый Кут и Отрадное. Российские войска продолжили давить на этом направлении, на позиции ВСУ, и продвигаться постепенно, расширяя зону контроля. На сегодня здесь без изменений по карте, но новости поступают о том, что российские войска постепенно расширяют зону контроля. Переходим с вами к Котлеровке. Здесь российские войска расширили зону контроля на 1,5 километра в направлении Новомихайловки, Новониколаевки и в направлении Муравки. Вот из этой точки поступил видеоматериал, на котором находятся передовые позиции российской армии. Напомню, ранее мы с вами уже говорили о том, что российские войска двигаются вдоль леса Полог в направлении населенных пунктов
Муравка и Новониколаевка. И сегодня поступил видеоматериал вот из этой точки, а вся территория, отмеченная красным, перешла под контроль россиян. Что касается Новосергеевки, отсюда до сих пор не поступило никакой информации, подтверждающей расширение зоны контроля в пользу российской армии, хотя несколько дней назад уже была информация о том, что этот населенный пункт уже перешел под контроль россиян. Что касается населенного пункта Удачное, Котлено, Песчаное и Шевченко, здесь новостей не поступает, кроме как того, что ведутся позиционные боевые действия. Из населенного пункта Зверево тоже поступает информация о том, что украинские военные пытаются контратаковать и потеснить россиян, но здесь ведутся встречные атаки, поэтому тоже линия фронта без изменений. Переходим с вами на Мирноградское направление в район Миролюбовки и Михайловки. Как вы знаете, два этих населенных пункта уже перешли под контроль российской армии, и российские войска укрепляют свои позиции, расширяют зону контроля в районе этих населенных пунктов и производят перегруппировку. Все идет к тому, что российские войска двигаются в таком вот направлении в районе Николаевки. Напомню, здесь находятся шахты, вот здесь находятся шахты, и вот здесь можно разглядеть стволы этих шахт, и здесь на самом деле находятся ключевые высоты, которые не дают подойти россиянам очень близко. Ведется обзор всей этой территории. И что касается населенного пункта Малиновка, в районе Малиновка, по некоторым данным, вся эта территория перешла под контроль россиян, ведутся штурмовые действия населенного пункта Мирное, и по некоторым данным, по непроверенным источникам, информация требует подтверждений, Мирное тоже уже перешло под контроль российской армии. Из авторитетных источников поступает информация о том, что российские войска уже начали зачистку этого кармана, ведется зачистка кармана между Малиновкой и Миролюбовкой, и в ближайшую неделю, возможно, к концу этой недели, можем увидеть серьезные изменения на этом участке боевых действий. Давайте перейдем к Новой Полтавке. Как вы знаете, ранее уже говорили о том, что Новая Полтавка перешла под контроль российской армии, и вчера поступили материалы вот из этих точек. Вчера карта выглядела таким вот образом, но информация поступала о том, что Новая Полтавка уже находится под контролем российской армии. И сегодня с утра поступил видеоматериал вот из этой точки. Здесь российские войска установили флаг Российской Федерации, и Новая Полтавка полностью перешла под контроль ВС РФ, и все окрестности тоже перешли под контроль российской армии. И как мы видим, российские войска двигаются на этом направлении, в направлении сразу нескольких населенных пунктов, и атаки ведутся на Шевченко 1, Попов Яр, Полтавка и Русин Яр. Вместе с тем российские войска Вчера поздно вечером поступил видеоматериал вот из этого участка боевых действий. Полностью зачищен карман вдоль дороги снабжения между Новоеленовкой и Новой Полтавки. Также зачищен карман между Александрополем и Новоеленовкой. Вот этот карман перешел под контроль российской армии. И вечером поздно появился видеоматериал вот из этой точки. Здесь российские войска расширили зону контроля на 700 метров и продвинулись в направлении населенного пункта Яблоневка. Также в районе Яблоневки российские войска при помощи FPV-дронов и артиллерии наносят удары по позициям ВСУ, тем самым готовят этот населенный пункт к штурмовым действиям. Переходим с вами дальше по карте к Старой Николаевке и к Заре. Здесь российские войска сразу на 4 населенных пункта ведут атаки. Это Старая Николаевка, Гнатовка, Романовка и Заря. На все эти населенные пункты давит российская армия, и к концу этой недели возможно тоже зачистка этого кармана и переход этой всей территории под контроль ВС РФ. Не будем гадать, а продолжаем наблюдать за изменением по карте и вносим изменения на карту только после поступления подтверждающей информации. Переходим с вами к населенному пункту Торецк. Здесь также продолжаются атаки в направлении Южной Делеевки. Напомню, что здесь есть две Делеевки: Делеевка Южная и Делеевка Северная. В районе Южной Делеевки ведутся штурмовые действия этого населенного пункта. Здесь велись также позиционные боевые действия и были атакованы позиции ВСУ в этом населенном пункте. По некоторым данным, Дачное уже перешло под контроль российской армии, но напомню, эта информация появлялась и неделю назад, поэтому пока что без изменений по карте, пока не получим подтверждающей информации.
И из Северной Делеевки пришел видеоматериал вот из этой точки. Здесь российские войска уничтожили бронемашину ВСУ в этом населенном пункте. Тем самым можем подтвердить, что российские войска атакуют и Северную Делеевку при помощи FPV-дронов. В остальном здесь без каких-либо существенных изменений по карте. Из часов яра тоже новостей на сегодня не поступало. Напомню, что ранее уже было много новостей противоречивых о том, что российские войска взяли под контроль весь укрепрайон в высотках в населенном пункте Часов Яр, но эта информация до сих пор не подтвердилась, поэтому на сегодня здесь без изменений по карте. На северском направлении ведутся позиционные боевые действия в районе Верхнекаменского и в районе Григорьевки. Также позиции россиян атакуются при помощи FPV-дронов в районе Белогоровки, а позиции ВСУ атакуются при помощи FPV-дронов в районе Северска. В остальном здесь без изменений по карте. Переходим с вами на Краснолиманское направление. Здесь поздно вечером вчера появилось 2 видеоматериала. Вот из этих точек пришли видеоматериал, на котором находятся передовые позиции российской армии. Российские войска расширили зону контроля в районе Макеевки на 1,5 километра, а в районе Новомихайловки на 3 километра. Тем самым мы можем видеть, что российские войска двигаются в направлении дороги снабжения, которую хотят перерезать физически. Скорее всего, она уже находится под огневым контролем. Дорога снабжения ведет на населенный пункт Грековка, к которому российские войска уже неоднократно пытались подойти, но не получилось. И, возможно, именно сейчас будет перерезаться дорога снабжения и браться Грековка, браться этот населенный пункт под контроль российской армии. И здесь остается несколько участков Луганской области, которые находятся под контролем ВСУ. Это вот этот участок в районе Грековки и участок в районе Серебрянского леса. И уже поступает информация о том, что российские войска продолжают давить на населенный пункт Торское. Несколько дней назад уже появлялась информация о том, что российские войска закрепились в населенном пункте Торское и постепенно продвигаются в нем, но эта информация была не подтверждена, и поэтому изменения на карту не вносились. И эта информация поступала очень давно, несколько дней назад, поэтому здесь пока что без изменений, но тем не менее мы видим, что российские войска давят на этот населенный пункт с целью перерезания дорог снабжения для всей группировки войск, находящихся в Серебрянском лесу. И если российские войска возьмут Торское, то ВСУ будут вынуждены покинуть Серебрянский лес, тем самым Луганская область перейдет фактически под полный контроль вооруженных сил Российской Федерации. С Купинского направления поступает информация из района Колесниковки и района Загрызова. Здесь были атакованы позиции россиян, в районе Загрызова были атакованы позиции российской армии, а в районе Колесниковки были встречные бои. Российские войска пытаются расширять зону контроля и атакуют позиции ВСУ. Также были атакованы позиции ВСУ в районе самого Купинска. Вот здесь были атакованы позиции ВСУ при помощи FPV-дронов. В свою очередь, украинские военные наносят удары по позициям российской армии в районе Синьковки. В остальном здесь ведутся позиционные боевые действия. Уже на протяжении нескольких недель карта на этом направлении не меняется. Все продвижение сдвинулось на южнодонецкое направление. Возможно, российские войска перетянули резервы на южнодонецкое направление и давят там, где оборона ВСУ слабее. Что касается населенного пункта Волчанск, по некоторым данным, мы уже, возможно, ранее говорили о том, что российские войска сконцентрировали большое количество сил на этом направлении и попытаются обойти Волчанск с флангов и взять его под свой контроль и продвинуться немного глубже на украинскую территорию. Но пока что эта информация тоже требует подтверждений. Что касается Липцевского района, здесь без каких-либо существенных изменений и на Сумском направлении серьезных изменений не поступало. Поступают новости, что российские войска наносят удары по позициям ВСУ в районе населенного пункта Садки, в районе населенного пункта Юнаковка и в районе населенного пункта Алексеевка. Такое чувство, что отсюда все резервы российской армии перетянуты на южнодонецкое направление, так как темпы продвижения российской армии здесь заметно снизились. Напомню, ранее уже была информация о том, что российская армия двигается к населенному пункту Юнаковка, и были ожесточенные бои в районе населенного пункта
Локня, но на сегодня здесь карта уже не меняется на протяжении нескольких недель. И что касается населенного пункта Теткино, ВСУ не оставляют попыток зайти в этот населенный пункт, но российские расчеты FPV-дронов уничтожают пехоту на подходе, не давая пересечь границу Российской Федерации. А на сегодня карта выглядит таким вот образом, такие новости. Благодарю всех, кто смотрит видеоматериалы и подписывается на канал. До новых встреч!